Друзья, всем привет! Мы находимся с вами в городе Фетие, а точнее Улиденис. И сейчас за моей спиной вы видите любимое, просто излюбленное туристами место Кая-Кай. Это мертвый город, как его называют, но на самом деле он не мертвый, просто в нем никто уже очень много лет не живет. Об этом месте ходят различные легенды. Многие говорят, что находясь в нем испытывают какие-то жуткие, непонятные эмоции, но на самом деле это просто город, в котором больше никто не живет, и он имеет свою историю. Если вам интересно узнать эту историю и интересно побродить по улочкам этого города, а на секундочку в нем больше 3500 заброшенных домов, то вместе с нами отправляйтесь прямо сейчас. Поехали! Merhaba. Merhaba. One person 20 lira. Aslında onun da müze kartı var. Müze kartı geçiyor mu? Evet. Первый дом, и сразу же накрывают первые ощущения. Вообще, до этого я не очень хорошо познакомилась с историей и думала, что если мы сюда придем, увидим заброшенные дома, то внутри будут какие-то остатки предметов. Ну, то есть предметов мебели, может быть, софа, диван. Но на самом деле здесь нет ничего, и я так понимаю, что во всех домах то же самое. От этого атмосфера еще более жуткая и неприятная. Но у нас с вами ждет это самое путешествие. Поехали! Чтобы вы понимали, друзья, это не какая-то маленькая деревня у подножья горы, а точнее в горах. Это вполне себе такой большой населенный пункт с вполне развитой инфраструктурой, так как здесь было аж 14 часовен, например, 2 огромные церкви, 2 школы, больница, фонтаны, в общем, своя система водоснабжения. Это все, что нужно для нормальной, полноценной жизни. Да, к сожалению, сейчас многие постройки не могут передать и показать точно, что это. Ну, например, вот за моей спиной это дом жилой, а может быть, это какое-то специальное помещение. Но будем исследовать и узнавать. За моей спиной сейчас, пожалуй, самое высокое на сегодняшний день помещение, здание в этой деревне. И, к сожалению, мы не можем понять, что это за помещение, чему оно служило, потому что никаких указателей тоже нету. Хотели попасть внутрь, но оно закрыто, как вы видите. Немножко повозмущались с Эрсоном между собой. Почему? Мы же туристы, мы снимаем. Почему не можем? А потом поняли, почему мы не можем. Потому что многие из домов находятся в очень аварийном состоянии, и в любой момент стены того или иного здания могут обвалиться и тем самым принести вам тяжелые увечья. Да и вообще в целом, в принципе, когда ты гуляешь по этому городку, тебе надо быть осторожнее, потому что уже очень много есть обвалов, и все это произошло, я так понимаю, после того самого страшного землетрясения, которое случилось здесь около 50 лет назад. Так что будьте осторожны.
Интересное ощущение. Сидишь так тихо. Туристов, кстати, тоже практически нет, потому что декабрь, хотя погода в Фетие, в Каякой очень хорошая в это время. Но, знаете, ловишь себя на мысли, что ты вот в ожидании. Ты в ожидании, что сейчас за тем углом кто-то появится. Услышишь, как работает кузнец, как девчонки соберутся возле дома и будут обсуждать какие-то дела за вышивкой или выпеканием лепешек. Ну, не знаю, вот хочется увидеть эту жизнь, которая здесь кипела еще 100 лет назад. Не так давно-то, по сути, да? И мы с вами привыкли, что в такое запустение города приходят после какого-то нехорошего события. Ну, допустим, те же самые войны, пожары, какие-то бедствия. Здесь все произошло иначе. В 1923 году, после окончания войны, Турецкая республика и Греция приняли соглашение об обмене населением. То есть турки должны были вернуться на свою историческую родину сюда, в Турцию из Греции, а греки, соответственно, которые проживали именно здесь, должны были вернуться на свою историческую родину. Ну, а потом случилась очень интересная деталь, и, наверное, многие из вас сейчас в нее не поверят, но история гласит так. Почему город опустел? Потому что турки, которые вернулись с Греции, не привыкшие жить в горах, увидев это поселение, отказались. А эти дома им, в принципе, предоставляли совершенно бесплатно. Но они сказали, что мы так жить не привыкли. Да, здесь вот одно такое примечание, вы, наверное, скажете, а как же, вот Трабзон, например, да, там все горы усыпаны домами, и люди живут и очень сильно любят. Ну, вот приезжие отличаются от тех, которые здесь проживают всю жизнь, турки. Мне, например, тоже нравится поселение в горах. Ну, так вот, в общем, люди отказались, жить здесь не захотели. Что начало происходить дальше? А дальше самое печальное. Жители ближайших населенных пунктов, а их здесь тоже большое количество, начали растаскивать все, ну, допустим, на отопление собственного дома, на улучшение, а может быть, постройку собственного дома, мебель, окна, двери, какие-то предметы быта. Все отсюда потихоньку выносилось, разносилось, и, конечно же, дома пришли в такое запустение. Но больший урон все-таки этому месту причинило крупное землетрясение, которое произошло здесь почти 50 лет назад. Вот как раз-таки после него город окончательно стал нежилым и вот таким, каким вы его сейчас видите. А еще это место будет интересно не только тем, кто ходит по заброшенным местам, но и тем, кто любит прогуливаться в пешие походы на дальние расстояния, потому что как раз-таки самая известная в мире пешеходная тропа Ликийская берет свое начало именно здесь, а точнее это территория Оля-Дениз, отсюда 7-8 километров. В общем, если вы хотите отправиться в это путешествие, оригинальное путешествие, которое не как мы привыкли, с Анталии начинается, а берет свое начало именно здесь, запаситесь терпением, потому что если вы физически подготовлены, то месяц и практически 2 уйдет у вас на эту пешую прогулку. Вот такие места скрывает это место Каякой. Видите, этот голубой цвет стен, точнее то, что от него осталось, с этими красками связана, кстати, очень интересная одна деталь. Дело в том, что греки после каждого своего поражения или победы выкрашивали свое помещение в определенный цвет. В общем, если ты победитель, то ты красишь в голубой. Но вот если ты лузер по жизни, ты проиграл, то в красный цвет. Я не знаю, для чего они это делали, зачем всем в округе... Ну ладно, то, что ты победил, окей, а то, что ты проиграл, зачем всем показывать? И здесь практически каждый дом такой красный, голубой, красный, голубой. Не знаю, ну для меня лично очень интересно. Я бы скрывала и никому бы не рассказала, что я там проиграла где-то. Вот так вот стоишь, прислоняешься к стене, прислушиваешься в надежде услышать голоса людей, которые
здесь жили. Представляете, совсем недавно здесь бурлила жизнь. Семья собиралась за столом, делились впечатлениями со всего дня. А сейчас это место посещают дикие кабаны. Вот они копают здесь дома. И знаете, до этого, в общем, мы читали в интернете, что многие люди, которые посещают это место, испытывают ощущение дискомфорта, тревоги, и это место просто... От этого места веет какой-то мистикой. Мы живем в 200 метрах от этого места, в 5 минутах, в 5 шагах, и правда, по вечерам это выглядит очень жутко, потому что место заброшено, и здесь больше никто не живет. И даже сейчас, в светлое время суток, я чувствую, как отовсюду на нас кто-то смотрит. Вот это место было очень тяжело найти, и, в принципе, лучше потише говорить, потому что оно закрыто, сюда воспрещен вход, но мы просто нашли какие-то пути, перелазили, в общем, устроили что-то нереальное, но попали наконец-то сюда. Посмотрите просто на это творение, как у них такие дома, они жили без ничего, но как они строили вот это? Я вообще не знаю, я просто в шоке, это такая красота, все разрушено, но тем не менее мурашки по коже, прям вообще очень красиво, очень могущественно, но очень опасно сейчас, потому что мой голос также вызывает вибрации и может произойти какой-нибудь обвал. Но как это мощно. Уф. Я хочу плакать. Когда ты видишь такие места, ты хочешь плакать, потому что ты видишь такие места. Путешествуйте, копите деньги на то, чтобы путешествовать и познавать мир. Круто. Что ты делаешь? Я изучаю историю этого места, потому что на самом деле она очень удивительная. Во-первых, здесь есть ликийские саркофаги, но они в скалах, я даже не знаю, где это сейчас, но обязательно мы вам покажем потом видео и фото, потому что мы там тоже побывали. Это времена ликийской эпохи. Еще один интересный факт. Это место излюблено искателями и охотниками за сокровищами. Ну, понятное дело, сколько всего здесь можно было найти. Но еще 3-5 лет назад, допустим, в какой-то из церквушек вы могли найти дверь. Сейчас эти двери спокойно себе хранятся в музее Фетие. А когда-то местное население переделало церковь в мечеть и использовало ее по назначению. А ведь еще совсем недавно, примерно 50 лет назад, вы вполне себе могли увидеть приличную крышу и даже окна. Такая вот полнейшая разруха появилась после того, как здесь произошло очень мощное землетрясение. Вот оно как раз-таки внесло свои коррективы, и теперь вы видите вот такие вот разрушенные дома. Ну что, понравилось? Да, конечно, понравилось. Я думаю, что вы тоже хотите посетить этот мистический,
заброшенный городок. Давайте не будем говорить, что он вымерший городок или мертвый город, как его любят называть. Он просто заброшенный. Вот и все. В общем, как сюда вам нужно добраться? От самой Фетии, от сити-центра Фетии вы отправляетесь сюда, например, на автобусе. Поездка ваша занимает всего лишь час езды. Как понять, что это ваш автобус? На нем будет вот LED такой экран, и большими буквами будет написано Каякёй. Все, не пропустите. Приедете на этом автобусе всего лишь за 23 лиры на одного человека прямо к самому входу этого городка. То есть блуждать нигде не нужно, вы точно не запутаетесь и не потеряетесь. Не переживайте. Если вы на собственном автомобиле, то это еще намного лучше, потому что ехать вам сюда всего лишь не как на автобусе час, а всего лишь 10-15 минут, в общем 10 километров. Любая Google карта вам в помощь, да и все местное население всегда вам сможет помочь и подсказать, где же находится заброшенный город Каякёй. В общем, вход сюда стоит для всех иностранцев и туристов 20 лир. Но если у вас есть наша музеем-карта, я вот здесь вот ее прикреплю, покажу, как она выглядит, то вход сюда будет для вас бесплатный. Что нужно знать о посещении Каякёй? Обязательно не забудьте взять с собой воду, потому что блуждать по этому городку вам придется, ну, я не знаю, где-то часа 2-3, а то, может быть, и 4, и жажда точно вас настигнет. Можете взять что-то с собой еще, перекусить, и обязательно позаботьтесь об удобной одежде и удобной обуви. Будьте внимательны на дороге, не расходитесь по разным сторонам, потому что городок очень большой. Друзья, вот такое было наше путешествие в Каякёй сегодня. Это Турция, город Фетие. Обязательно приезжайте к нам в гости, потому что у нас есть очень много интересных мест. И, как я люблю это говорить, Турция совмещает в себе как минимум 5, а то и 6 разных стран. Всем пока, увидимся скоро. Мы очень сильно удивились, но на выходе мы, получается, теперь выходили через другую сторону, не оттуда, где туристы ходят, и увидели, что здесь есть жилые дома. То есть некоторые люди здесь живут. Но таких домов только где-то 2-3 дома мы увидели. Но тем не менее, каково это жить в городе, в котором кроме тебя больше никого нет? А ну ладно, ведь есть еще кафе, кошки и собаки.